предыдущем видео мы рассмотрели, как определить, есть ли утечка тока в авто. Ссылку на это видео оставлю вверху во всплывающем окне и под видео в описании. Переходите по ссылочке, смотрите. Сегодня мы рассмотрим, как найти причину утечки тока. Рассмотрим самые распространенные варианты. Для того, чтобы найти причину утечки тока, нам понадобится мультиметр. Далее на тестере переключаем режим 10 ампер. Откручиваем минусовую клемму аккумулятора. Отсоединяем. К клемме подключаем красный щуп от мультиметра. Поджимаем клемму. Откладываем в сторону. И на минус аккумулятора фиксируем черный клеммник. Сейчас у нас на мультиметре показатель 6,5. Далее нам нужно закрыть все двери, сымитировать закрытие багажника, как я показывал в предыдущем видео, и ждем 15 минут, пока автомобиль полностью уйдет в режим сна. По истечению 15 минут на мультиметре у нас такой показатель: 430-420 миллиампер, что есть очень много. Сейчас мы рассмотрим несколько вариантов, которые могут быть при утечке тока. Для этого нам нужно добраться к предохранителям, которые находятся в багажном отделении. Вот наши предохранители. Полное видео о предохранителях в багажном отделении есть на канале. Ссылку оставлю вверху во всплывающем окне и под видео в описании. А сейчас нам нужно снять 72-й предохранитель на 30 ампер. Он отвечает за аудиосистему и навигационную систему. Итак, снимаем 30-й предохранитель. Предохранитель мы сняли на 30 ампер. И смотрим показания мультиметра. Мультиметр у нас показывает 70-80 миллиампер. Допустимая норма потребления 20-40 миллиампер. Это говорит о том, что в цепи аудиосистемы и навигационной системы есть потребитель. Плюс еще есть потребитель, который мы будем искать позже. Сейчас мы рассмотрим, что может выступать потребителем в цепи аудиосистемы или навигационной системы. Начнем с блоков, которые находятся у нас в левой части. Откручиваем блок навигационной системы CD Changer и добираемся к усилителю мощности, который находится у нас внизу. Откручиваем навигационный блок. Для этого нам понадобится головка на 8. Снимаем навигационный блок. В задней части навигационного блока есть два разъема. Сейчас нам нужно вывести машину со сна. Далее нам нужно установить предохранитель на место. Устанавливаем. Выводим машину с режима сна. После того, как мы ввели автомобиль в режим сна, снимаем разъемы на блоке навигации, отключаем и смотрим на индикацию мультиметра. Если показатели не изменились, неисправность не в блоке навигации. Идем дальше. Нам нужно снять CD Changer.
Отсоединяем антенну от блока навигации и убираем его в сторону. Далее откручиваем CD-changer. Снимаем CD-changer с посадочного места. Смотрим на мультиметр и отсоединяем разъемы. Два разъема отсоединили. Показания мультиметра не поменялись. Соответственно, утечка тока у нас присутствует. Далее нам нужно отсоединить разъем с усилителя для того, чтобы исключить усилитель. Разъем усилителя мощности у нас находится вот здесь. Его хорошо видно. Сейчас мы его будем отсоединять. Отсоединяем разъем. Нажимаем фиксатор. Отводим фиксирующую скобу и снимаем наш разъем. Еще раз, для того, чтобы снять разъем, нам нужно нажать на фиксатор, отвести фиксирующую скобу, и разъем выходит. Далее смотрим показатели на мультиметре. Если они не поменялись, неисправность у нас присутствует, утечка тока по-прежнему есть. Мы исключили навигационный блок, CD-changer и усилитель мощности. В данной цепи у нас еще остается радиомодуль. Сейчас мы будем к нему добираться и исключать радиомодуль. Разъем усилителя мощности можно устанавливать на место. Фиксируем разъем и защелкиваем его. Далее подключаем CD-changer на место. Всего два разъема. Один разъем на 3 пина. Подсоединяем, защелкиваем. Подключаем второй разъем на 6 пин. Устанавливается он у нас в таком положении. Защелкиваем. Далее устанавливаем в посадочное место CD-changer. Сейчас выведем проводку для подключения навигационного блока. Один, второй и антенна. Далее подключаем навигационный блок, подключаем антенну, и подключаем разъемы. Синий и красный разъем. Устанавливаем навигационный блок в посадочное место. Сейчас мы уже исключили навигационный блок, CD-changer и усилитель акустический. Откручиваем верхний пластик. И снимаем пластиковую панель.
Далее подключаем мультиметр. Выводим машину с режима сна. Предохранитель на 30 ампер, который отвечает за аудиосистему, систему навигации, у нас на месте. Он подключен. Далее нам нужно снова ввести автомобиль в режим сна. Закрываем все двери, закрываем багажник, имитируем закрытие багажника и закрываем машину. Далее ждем порядка 15 минут до полного засыпания. По истечению 15 минут автомобиль заснул. На мультиметре у нас показатель 430 мА. Итак, сейчас мы будем исключать радиомодуль. Отсоединяем разъем основной на радиомодуле. Поддеваем фиксатор. И снимаем разъем и смотрим на показатели мультиметра. Показатель сразу упал до 70-80 мА. Это говорит о том, что основной потребитель тока у нас радиомодуль. Еще есть небольшое потребление, с которым мы будем разбираться в следующем видео. Если подытожить, сегодня мы проверили и исключили основные блоки, которые находятся в цепи 72-го предохранителя на 30 ампер, который отвечает за аудиосистему и навигационную систему. Сначала мы проверили и исключили блок навигации, CD-changer и акустический усилитель. Они у нас не потребляют. Основным потребителем тока у нас оказался радиомодуль. Ссылку на видео о замене радиоблока оставлю вверху во всплывающем окне и под видео в описании. Еще раз повторюсь, когда автомобиль находится в спящем режиме, он не должен потреблять более 20-40 мА. В нашем случае, после того, как мы нашли основную утечку тока, и она у нас заключается в неисправности радиомодуля, и выявили тот факт, что в спящем режиме автомобиль потребляет немного более, чем в допустимых нормах, на 30-40 мА. Будем искать утечку тока, которая осталась. Об этом будет еще одно видео, которое я выложу позже на канал. Подписывайтесь на канал, ставьте лайк. До встречи на канале.